Путешествие по миру– это не только возможность увидеть удивительные места, но и шанс столкнуться с загадками, которые порой так трудно разгадать. В каждой стране можно найти что-то необычное, нечто, что заставляет задуматься о глубинном смысле бытия. При этом с каждым новым открытием таинственность мира расширяется и обостряется, открывая не только красоту природы и архитектуры, но и тени прошлого, которые неожиданно выходят на свет, как будто сами стены хотят рассказать свою историю. Одна из таких загадок – гигантская цементная рука в чилийской пустыне Атакама. Эта странная скульптура стала не только объектом притяжения для туристов, но и предметом бесконечных спекуляций о своем назначении и истории. Ее появление в этом суровом, безжизненном краю вызывает множество вопросов и споров, заставляя многих желать узнать больше о ее таинственном происхождении. Созданная в 1992 году чилийским скульптором Марио Ирарагори, эта рука, высотой около 14 метров, расположена в самом сердце пустыни Атакама, которая славится своим жестоким климатом и почти полной безжизненностью. Здесь природа проявила все свои силы. Порой сухой воздух настолько пронизан ветрами, что кажется, что сама земля дышит. Скульптура, известная под названием «Mano del Desierto», была задумана как символ человеческого существования и страдания. Причем сама форма руки вызывает множество ассоциаций, порой даже самых тревожных. Она словно тянется к небу, напоминая о подвиге людей, о которых забыли, о страдании и одиночестве, которое они испытывают на этом жестоком и пустынном пространстве, отстоящем от привычного мира. Этот монумент не просто произведение искусства. Это философский манифест, который заставляет задуматься о судьбах потерянных и забытых в этой необъятной пустыне. Местные жители верят, что эта скульптура служит напоминанием о тех, кто страдал, и о тех, кто никогда не смогли вернуться к своим близким. Мифы и легенды о пустыне Атакама говорят, что эта земля полна духов и что рука является их символом надежды и поддержки. Существует мнение, что в ночное время, когда тишина наполняет пространство, можно услышать шепот этих духов, сырых или сокровенных. Говорят, что кто-то, прикоснувшись к руке, может испытать момент просветления или даже ощутить ответы на годы терзавшие вопросы. Существует множество теорий о том, что на самом деле символизирует эта рука. Некоторые утверждают, что это призыв к человечеству, чтобы не терять связь с природой и помнить о своих корнях. Другие же интерпретируют ее как метафору одиночества и страха, ведь рука, тянущаяся к небу, никогда не достигает своей цели. Это сочетание трепета и алчности. Эта идея параллельна человеческому существованию, где стремление к высшим идеалам часто оказывается недосягаемым, а усилия кажутся напрасными. Местные мифы о пустыне Атакама утверждают, что площадь, на которой возвышается рука, является перекрестком различных миров – реального и потустороннего. Легенды гласят, что каждый раз, когда кто-то касается этой скульптуры, он вступает в контакт с духами предков, которые ожидают, чтобы их память была сохранена. Туристы и местные жители сообщают о том, что каждый раз, когда они приближаются к руке, они ощущают своего рода связь с прошлым и с теми, кто был до них. Эта мистическая аура делает Mano del Desierto не только архитектурной достопримечательностью, но и местом паломничества, что придает ему дополнительный мистический смысл. В разные времена и при различных обстоятельствах многие искали возможность почувствовать себя частью чего-то большего. Люди приходят не только для того, чтобы сделать фотографию, но и для того, чтобы установить контакт с невидимым, тем, что уходит корнями в прошлое. Несмотря на то, что рука утопает в песках пустыни, она привлекает внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира, желающих запечатлеть это уникальное произведение искусства на фоне невероятного пейзажа.
Каждый день сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы полюбоваться величественной скульптурой и сделать фотографию на ее фоне. Пустыня здесь почти как живое существо, ограждающее и защищающее свою ручную часть от мирового урагана. Каждый год группа волонтеров проводит работы по очистке скульптуры от граффити и других знаков человеческой активности, что делает ее еще более загадочной и каждый раз обновленной. Это постоянное взаимодействие с чилийской природой привносит свою магию. Каждый новый слой краски и каждый новый написанный символ добавляют ей глубины, будто модифицируя сам смысл, заключенный в монументе. Исследования показывают, что выходы в этих местах иногда сказываются на здоровье людей, которые решаются посетить это пространственное чудо. И как раз такие исследования вызывают интерес у ученых и путешественников, которые все чаще привлекаются не только желанием увидеть достопримечательность, но и желанием разгадать ее загадки. Если раньше скульптура воспринималась как символ человеческих страданий, то теперь она становится вести к иным измерениям, где мир так живой и так прямо переплетен с невидимыми энергиями. Загадка гигантской руки не ограничивается лишь художественной ценностью. Многие начинают исследовать мистическую атрибутику пустыни Атакама, где находится эта странная скульптура. Чилийская пустыня считается одной из самых сухих и безжизненных на Земле, но это также место, где множество уникальных геологических формаций и природных явлений создают атмосферу, напоминающую иную реальность. Среди древних населенных пунктов, оставшихся в этом районе, оказалось множество каменных рисунков и архитектурных правлений, которые указывают на существование давних цивилизаций, населявших эту землю. Местные легенды рассказывают о духах предков, которые собираются на зеленых склонах, оставаясь незамеченными для глаз людей. В этом большом и пустынном пространстве каждый камень и каждый знойный бугор способны тихо рассказать о тех, кто здесь прожил. Мифы о духовных сущностях, ожидающих своих потомков, придают этому месту особую силу. Многие посетители утверждают, что, находясь рядом с этой скульптурой, они ощущают смесь благоговения и страха. Внутренняя борьба между современным миром и тем, что скрыто за славой прошлого, манифестируется в неожиданной и величественной форме. Ночное небо с его бесчисленными звездами, сверкающими над пустыней, создает атмосферу, в которой духи предков словно шепчут о своих мечтах и страхах. Некоторые уважаемые исследователи проводят свои дни здесь, изучая поведение людей, анализируя их эмоции и мониторя любые изменения, происходящие в этом пространстве. Согласно местным поверьям, скульптура может оказывать положительное воздействие на тех, кто приходит с чистыми намерениями. Говорят, что при правильном настрое можно получить ответ на важный вопрос или даже ощутить поддержку в тяжелый период. Люди оставляют записки с просьбами, а иногда и мелкие подношения, монеты, камни или в отдельных случаях цветы, что образует ауру святости и мьи. Каждый элемент становится частью общей картины, наполняя это священное пространство эмоциями и воспоминаниями. В особенности во время самих праздников несколько коренных жителей собираются в местах неподалеку от руки, поднимая свои голоса в молитвах к духам. Местные говорят, что это время, когда сбываются мечты, и такие общие встречные силы вливаются в души желающих. Работники вокруг рукоятки замечают кричименто, как люди становятся неспокойными, когда начинается сбор. Они могут обмениваться репликами с блаженством, предвкушая возможность обнаружить то, что когда-то теряли, любые кусочки счастья стоили усилий. Несмотря на явную популярность этого объекта, ученые продолжают поднимать вопросы, связанные с его существованием. Кто подталкивал Ирарагори создать подобную скульптуру? Может быть, это была дань уважения к людям, которые никогда не вернулись из далеких путешествий? В числе исследователей, следящих за различными аспектами жизни на этом участке, как астрономы, так и археологи.
Ни один не может объяснить, как в этом месте, являющемся одним из самых недружелюбных для существования, возникла столь значимая скульптура. Путешествуя по пути к Мано-дель-Десьерто, люди часто оставляют свои следы в песках Атакамы и остаются движимыми не только подъемом на вершину, но и желанием разгадать человеческие загадки, окружающие это место, а также самим себя. Каждый шаг, каждый взгляд, каждый миг здесь становится попыткой прикоснуться к вечному и непознанному. Многие гости полагают, что рука — это не просто остановка, а инициация в священном поклонении земле и ее тайнам. Неповторимое ландшафтное сочетание позволяет каждому искателю благосостояния обретать ощущение забытого ритуала. Когда современные странники приходят к руке, они не только делают фото на память, но и выводят свои душевные вопросы на пергамент или даже на картонных кусках. Эти просьбы о здоровье, к счастью, любви и прощении помещают в небольшой ящик, расположенный под ногой статуи. Туристы ощущают, что каждый раз, когда объемное искусство берет на себя их переживания, они становятся частью общей картины, стремящейся к свету и духовному возвышению. И каждый из них, уходя, оставляет какой-то фрагмент своей души, полагая, что рука поможет на пути к исполнению желаемого. Так действительно, пустыня Атакама и ее гигантская рука показывают нам, что мы – часть чего-то большего, едва уловимого, и это лишь предстоит разгадать. Пусть каждый из нас найдет свой путь к ручной скульптуре, и каждый пусть поймет, что именно человеческая изобретательность и стремление разбить преграды способны напоминать нам о вере и надежде на будущее. В завершение, отправляясь в следующее путешествие, не забывайте обращать внимание на те небольшие, но значимые детали, которые могут на самом деле содержать в себе глубину и магию. Каждое место способно рассказать свою историю, в том числе и загадочная рука в Атакаме, которая, возможно, ждет того, чтобы ее тайна в один миг была разгадана. У каждого путешественника есть собственная нить судьбы, и в этом загадочном мире так не хватает искренности и желания слушать не только окружающий нас мир, но и себя. Каждый шаг может оказаться важным в великих планах жизни. Когда вы прикасаетесь к руке в пустыне, вспомните, что не просто создаете воспоминания. Каждое прикосновение представляет собой отклик древности, чтобы открыть и сопрягать опыт с новым пониманием себя и своего места в мире. Каждый из нас — это шаг к разгадке героя, чья история находится за гранью понимания.